Приветствую, друзья! Я Маклонин Александр, руководитель строительной компании Ника. Сегодня хочу вашему вниманию предложить видеоинструкцию по выполнению обмазочной гидроизоляции при помощи мастики. Мастику будем использовать Технониколь МГ-НТ-24 и, соответственно, перед ним наносим еще праймер номер 1, грунтовка. В общем, погнали! Вынимаем конуса, почищаем перфоратором наплывы бетонные, замазываем все эти отверстия технологические гидроизоляцией жесткой обмазочной на цементной основе, церезит, гранит, любые компании. Также замазываем все раковинки, которые у нас есть, особенно по низу это очень важно. Далее берем праймер номер 1 на битумной основе от компании Технониколь. Он у нас будет являться грунтом. Это как перед штукатуркой мы наносим грунтом акриловый, у нас обязательно должен быть грунт битумный. Это должно обязательно выполнено быть. Иначе будет у вас большой расход самой мастики. Ну и будет адгезия плохая. Вот как раз вот здесь выполняем замазку раковин. Берем даже и выше, чтобы был лучше все-таки заполнение гидроизоляции. Ну и, соответственно, будет расход и мастики, и, соответственно, праймера меньше. Ну а теперь валиком или кистью наносим, соответственно, праймер, грунтуем, не жалеем, прям обильно его намазываем и не выкатываем, не высушиваем. Друзья, не спешите, если ваши отверстия заделанные не успели еще высохнуть, но здесь уже даже не подсохли, пропустите их. У вас есть время еще замазать их перед тем, как нанести саму основную гидроизоляцию. Пусть оно высохнет, усядется, и уже мы нанесем и по низу, видите, да, у нас и вот эти все отверстия подсыхают, и мы их обязательно обработаем праймером. Друзья, ну вот нанесли первый слой буквально за полчаса, сейчас температура 24 градуса, на солнце надо даже теплее, еще горячее, работаем в Архипо-Осиповке. Первый слой буквально за полчаса уже впитался бетоном, поэтому сейчас наносим второй слой. Ребята уже с той стороны начали это наносить, поэтому по окончанию работ дам расходы. Технониколь по техническому описанию говорит нам, расход будет 25 миллилитров 35, ну, то есть 25-350 граммов на метр квадратный. Но я вам попозже скажу в реальности, сколько будет при такой температуре. Покажем. Результат будет позже. Поработаем пока. Так, ну вот это уже у нас нанесена праймер такой. Не сохнет второй слой, уже не так впитывает. Пошли наносить гидроизоляцию. Технониколь мастика номер 24 МГТН. В общем, можно наносить и шпателем. Вот он, Мухаммед, наносит шпателем. Получается, что слой, в принципе, потолще. Не знаю, видите, да, наносит он более такой толстенький, наверное. Я думаю, надо с миллиметр где-то толщиной сразу. Вот, ну, думаю, подсыхать будет долго, а мы завтра планируем уже монтаж утеплителя делать. Вот, а Даниор наносит кистью. В принципе, кистью немножко тоньше наносится. Мы все равно планируем два слоя наносить. И наносит как больше оно бежит, потому что потеков больше получается. Я думаю, все-таки шпателем, наверное, лучше будет. И, как обещал, в конце сейчас на нашу площадь вам скажу, сколько у нас ушло праймера. Ну и, конечно же, мастики на нашу площадь. У нас дом получается 3,30 высотой, цоколь, точнее, не дом, а цокольный этаж высотой 3,30. И, соответственно, он у нас 9 на 12,5 метров. В общем, ниже вам конкретно точно скажу с толщинами, какой будет расход. Я думаю, это будет очень интересно. Кстати, примыкание мы промазали, помните, да, гидроизоляцией жесткой. И еще обильно прям промазали вот этот угол примыкания, видите, прям вот так вот, гидроизоляцией. Вот, но у нас помимо нее в конструкции в железобетонной плите есть еще лента гидроизоляционная, она, покажу немножко позже.
Вот, но вот этот узел у нас, угол с мокрый шов, холодный шов, он, конечно, самый такой уязвимый по пропуску воды, поэтому мы его прям стараемся максимально загидроизолировать. Вот такая вот лента, тоже позже вам скажу, как она называется. В общем, она при взаимодействии с водой и бетоном в бетоне расширяется и уплотняется, то есть такой, грубо говоря, уплотнение такое получается. Оно укладывается, когда выставляется опалубка, грубо говоря, у нас опалубка выставлена, и она вот так вот прокладывается в середине и, соответственно, разбухает и заполняет, примыкание делает, заполняет, герметизирует, уплотняет вот этот холодный шов, и вода будет, ну, не пройдет уже, гидроизоляция получится. Друзья, ну вот я сегодня готов предоставить вам результаты. Вчера мы здесь ничего не выполняли, сегодня у нас день 3 идет. Первый слой высох, очень хорошо, не течет, вязкий. И готов сегодня, кстати, вам сказать расход праймера. Он у нас на наш объем вышел в 330 миллилитров на метр квадратный, что, в принципе, и соответствует техническому описанию, поэтому можно верить, проверено. Кстати, сегодня приступили к наклейке утеплителя и фиксации его. Тоже есть секретики, поэтому переходите в следующее видео, подписывайтесь, ставьте лайки и будьте активны. Спасибо вам.